Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, сводка вечерних новостей. Сегодня суббота, вечер, перемирие. Сейчас коснемся его еще, господи, прости. Вот, но начнем не с него. Прежде всего, такое событие, которое невозможно обойти. 277 наших вернулись домой, ребята. Это супер. Обмен всегда, я лично, у меня самое теплое чувство, что наши ребята возвращаются домой. Тем больше там много молодых, много тех, кто срочников еще, которые попали в плен в 22 году. Эти ребята, да, они первыми приняли тогда удар рашистов на разных направлениях. Вот. И, собственно говоря, в самом начале войны попали многие из них в плен. Также есть много ребят из Мариуполя, слава богу, их освободили. Вот. И что интересный такой момент, что 246 человек шли по обмену, как бы. Еще 31 человек просто удалось освободить из фашистских застенков. Вот. Это офицеры, солдаты, прапорщики, мичманы. То есть люди с разных направлений. Это Херсонская область, это и Запорожская область, и Луганская область. Донецкая, само собой, Мариуполь. Из Мариуполя много. То есть это отлично. Одна женщина есть, да, есть пограничники, есть нацгвардейцы, есть ЗСУ, то есть разные, морская пехота и так далее. То есть очень разные. Всегда это просто замечательно, что их удалось освободить. Вот, к Пасхе. Ну и сразу же переходим к перемирию, так сказать. Ребята, Путин внезапно, без каких-то консультаций с кем-то, сам объявляет перемирие. Вот я такой хороший, я объявляю перемирие. А ты с нами об этом говорил? Нет, конечно. Для чего он это сделал? Ему нужно, по-моему, там до 20 числа, или какой там дедлайн, если Трамп вообще хоть какие-то дедлайны ему устанавливал, в чем я уже, честно говоря, теперь сомневаюсь, показать какую-то активность в плане достижения мира и обвинить, естественно, Украину. Дать Трампу повод, чтобы у Трампа был повод обвинить Украину. Они же синхронно работают с Путиным. Вот. И он объявляет перемирие, о котором Украина слышит первый раз, и сам его нарушает. То есть объявили перемирие, по Киеву летит боевой дрон, вот прямо вот сейчас его там сбивали, не знаю, у нас тревога, может ее сняли, может не сняли, не знаю. Лупило ПВО по этому дрону. Ну, Киев, бог с ним. По Херсону посмотрите. Ссылка снизу в описании к данному ролику. Можете посмотреть видео, что там сейчас творится. Там просто 9-этажку расстреляли дронами. Она вся горит. Это уже во время этого, так сказать, господи, прости, перемирия. Вот. Ну и насколько приходят сообщения из Донецкой области, там просто на фронте как стреляли, так и стреляют. То есть никакого перемирия, конечно же, нет. Еще раз говорю, все это окозамыливание, все это делается исключительно для того, чтобы показать Трампу, что вот украинцы виноваты, перемирие сорвано, я объявил перемирие, они сорвали перемирие. Я объявил перемирие, ну, естественно, на день рождения Гитлера, об этом я уже рассказывал. Вот, ну, блин, это настолько примитивно. Но вы знаете, все, что примитивно, все, что глупо, все, что исходит от Путина, Трампу обычно очень хорошо заходит. Поэтому я не исключаю, что Трамп использует вот эту провокацию, я это называю не перемирием, а российской провокацией, что Трамп это использует для того, чтобы наехать на Украину. Да, тем паче, что, как говорят сразу два источника, очень разных. Один источник компании CNN, другой источник медийной группе Bloomberg, о том, что США готовы признать Крым частью России. Насколько это правда? Ну, США в лице Трампа, понятно. Давайте все-таки разделять нормальных американцев и трампистов, потому что, ну, там больше половины нормальных людей. Ну, а есть, ну, вот эти, да, у нас же тоже кто-то за Януковича. Давайте так мы тоже не будем говорить, что мы такие красавцы. На их фоне у нас тоже очень много проголосовало вполне себе добровольно за Януковича. Поэтому вот так, да. Насколько это правда, вы знаете, зная Трампа и зная его окружение, так сказать, не будем называть их шайкой-лейкой, но называйте как хотите, да, окружение Трампа, они, с моей точки зрения, способны вообще на что угодно. Поэтому и на такую подлость тоже. Единственное, что вот в сообщении CNN не говорится о том,
о том, согласны ли они признать Аляску тоже частью России. То есть мне как бы вот это тоже хотелось бы узнавать. Да, насколько сказали А, говорите Б. И не надо нашей землей разбрасываться. Вы сначала со своей начните, а потом будете по нашему поводу что-то там вякать. Да. Еще один момент. Трамписты заявили, что ни о каких гарантиях безопасности Украины ни в каком виде они говорить не готовы. Ага. То есть Будапештский меморандум это просто бумажка подтереть, сами знаете что. Да? Ну, в таком случае и наше с ними сотрудничество должно исходить вот как раз из этих вот из этих вот фактов и из этих вот материалов. То есть я считаю, что с такими товарищами иметь какие-то вообще общие дела, ну, это просто себе дороже, это унизительно и нехорошо. Тем паче, вот посмотрите, это же не только мы так говорим, вот сейчас скажут, да это Зеленский все виноват, это вот все остальные с американцами находят общий язык, никто с ними не ходит общий язык. С этой администрацией не может найти общий язык вообще никто. Даже Мелони, которая туда прискакала, неизвестно чего, ну, пыталась договориться от имени Евросоюза, ничего не получилось, как мы прекрасно видим. Вот, но интересно, в этом плане высказался один из турецких таких топовых политиков и бизнесменов, он одновременно и то, и другое. Зовут его Бешим Тибук. И вот я сейчас просто дам вам цитату, что он думает о Трампе и о отношении Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Цитата. То, что они сделали с Зеленским, это историческая грязь. Этот сукин сын, имеется в виду Трамп, обвинил Украину сразу, как стал президентом. На месте Зеленского я бы сказал, к черту тебя и всю твою родословную. Засунь себе свои бомбы и пусть они взорвутся внутри. И просто ушел бы. Конец цитаты. Вот так вот сказал турецкий политик о Трампе. Это причем не где-то там, а в эфире телевидения. То есть очень интересно, они там передачу вели. И вот, собственно говоря, сейчас ссылочку на это дело, чтобы вы не сказали, что я это все выдумал, я размещу в описании к данному ролику, чтобы вы посмотрели, что это не я выдумал. Дальше, по поводу Соединенных Штатов Америки. В Штаты, ну вот интересно, Пасха, да, а в Штаты никто не хочет ехать. Число иностранных туристов в США упало на 12% сразу. Это падение сумасшедшее. Ну, туристическая отрасль, естественно, это прочувствует. У американцев денег становится меньше, потому что цены растут. Вот. А иностранцы просто боятся ехать в США, потому что на границах там просто взбесились и могут вас просто отшить без какого-либо объяснения ситуации. Даже если у вас все документы в порядке. Об этом говорит уже не один и не два, а очень много людей. Соответственно, очень большие, ну, у людей просто опасения, что их отпуск, что там медовый месяц или еще что-нибудь, вместо, знаете, мечты превратится в кошмар, потому что их отправят в тюрьму Сан-Сальвадора, либо развернут, либо будут часами допрашивать, проверять телефон и так далее, то есть шмонать там бесконечно. Никто этого не хочет, люди разворачиваются, едут совершенно в другие места. Зачем? Зачем мучиться? Зачем, чтобы над тобой издевались на границе? Ну, сейчас там вот так вот выглядит картина, к сожалению. Мне это жутко все говорить, но это так. Вот. И это вот поведение Трампа и его компании, соответственно, сократило количество туристов в Соединенные Штаты Америки. И там я вот посмотрел, что только для Калифорнии, да, это обойдется там за месяц в $500 миллиарда. Только вот это вот дело, да. Да, и интересно, что в марте количество туристов из Западной Европы, а это основное, как бы это самые платежеспособные товарищи, сократилось на 17%. То есть, ну вот, как говорится, не хотели жить по-нормальному, объявили, как говорится, экономическую войну всему миру, ну, значит, вот придется жевать, соответственно, вот такие вот результаты, значит, будут сидеть без дела, без денег, точнее, да. Ведущий канадский политик, бывший министр обороны, знаете, он сик такой у них по национальности, но Канада многонациональная страна, и он, кстати, был неплохим министром обороны, предложил следующую вещь. Он попросил нынешнее правительство
запретить Трампу въезд в Канаду, потому что он осужденный преступник. Ну да, по Трампу же есть там несколько приговоров, но Америка такая, вот в Украине, например, если ты осужденный преступник, и у тебя не вышел, насколько я знаю, срок, извините, не погашена судимость еще, вот как у Януковича, он же у нас не виноватый был, да? А если у тебя судимость, как у Трампа, еще не погашена, то ты не имеешь права баллотироваться в президенты Украины. А в Америке ты имеешь право. Ну, закон такой, с этим ничего сделать нельзя. И вот получается, что у него есть обвинения, есть обвинительные приговоры, а он президент. Вот. Но для Канады это дико, и, соответственно, вот хотят в Канаде запретить Трампу приехать в Канаду. Еще один интересный момент, это посчитали, в Штатах посчитали, что Гренландию купить не получится. Потому что они посчитали такую интересную вещь, что Трамп посулил каждому гренландцу, насколько я так понял, по $1 миллион. Да. И плюс там еще кучу всяких ништяков. Они посмотрели, что такие суммы тратить без разрешения Конгресса и Сената ни в коем случае нельзя. Вот, это речь идет там. То есть они все, что он там им насчитал в Гренландии, что вот мы сделаем и то, и то, и то, и то, и каждому по $1 миллиону дадим. Я не знаю, единственное, что они обещали каждой бабе по 2 мужика, а каждому мужику по 4 бабы, тут я не скажу, но, наверное, это пообещал. Вот, посчитали, что это им выйдет больше, чем в $1 триллион. Таких денег, конечно же, у Трампа нет, не было, никогда в жизни не будет. Вот, несмотря на то, что он нацыганил во время вот этих вот всех его этих бросков, китков с тарифами конкретные суммы, и он, и его друзья, но таких не доцыганили еще, да, вот, ничего плохого против цыган, да, выражение просто такое. Да, не достигли они вот этих вот высот, и, как говорится, таких денег у них нет, поэтому это все влажная фантазия одного оранжевого дедушки. Да, и вот еще один очень интересный момент, результат жизнедеятельности Трампа. Нет, не тот, который он ходит в горшок, а несколько другой. В Швейцарии сразу несколько политических партий призывают правительство отказаться от F-35. Политики видят в F-35, в истребителях этих бомбардировщиков, зависимость от Соединенных Штатов Америки, проблемы от непредсказуемого Трампа, внимание, и огромные затраты на содержание самолета. Соответственно, будут, ну что, господи, евроистребители будут покупать и все, то есть вот как-то так. Так что, видите, Трамп работает, это видно, він працює, да, як у нас когда-то було. Вона каже, працює, да, і зараз це Трамп теж, він сидить там, так непогано сидить і працює, а справи йдуть все гірше, гірше і гірше.